приезжаем в Порт-Луи. Местные называют его Порт-Лу, столица Маврикии. Вот здесь вот, да, голубая пиня. Голубая пиня. По-моему, да, живет. За свою хвалю. За 3 миллиона, да. Вот он, музей рабства, да. Кстати, вот через этот домик проходили все вот эти нелегалы. Все 500 тысяч. И когда пошла чума, она отсюда пошла. Когда все выкисило здесь у них. Короче, мимо этого здания ни один нелегал не мог пройти. В порт высаживались и сюда всех загоняли. Здесь они жили. Вот такие парковки возле порта. Андрюха говорит, 25 рублей стоит. Час. 50 рублей. Если потеряешь, 200. Да даже если потеряешь, в Москве 380. На севере острова из всего списка достопримечательностей находится только 3. Столица, ботанический сад Памплемус и фабрика сахарного тростника. Но зато это одна из самых инфраструктурных частей острова. Тут менее ветрено и спокойно. Считается, что столица любого государства обязательна к посещению и должна быть ее туристическим центром. Но к Порт-Луи это не относится. Похожая ситуация у наших героев была со столицей Сейшел Викторией. Везде у них парковки бесплатные, кроме вот центра Порт-Луи. Так на острове 50%, как считается, индусов, а здесь столица 75%. У китайцев, естественно, есть Чайна-таун. Ну, я думаю, что это он. Может быть. Я думаю, что это рынок и есть. Знаменитый рынок. Не знаю, чем он знаменит, но запах хороший, вкусненький. Зеленушечка. То, что Владимир указал как музей, было простым почтовым отделением. Сам музей Голубого Маврикия находится в 100 метрах от улицы с зонтиками. Марка была выпущена на острове Маврикий в 1847 году местным британским почтовым отделением. Ценность ей придает опечатка. Вместо надписи «Почтовый сбор оплачен» было напечатано «Почтовое отделение». Тираж успел поступить в продажу. Чуть позже марки изъяли, уничтожили и заменили их правильными. Но все же 26 марок дошло до наших дней. Причем сохранились не только марки голубого цвета 2 пенса, но и несколько марок оранжевого цвета в 1 пенни. Все они стоят дорого в зависимости от сохранности. Самая дешевая была продана за $1 миллион, а дорогая за 7 миллионов. Идти или нет ради самых дорогих марок в мире решать вам. Тем более, они хранятся в темноте и только раз в час включают свет на 10 минут для туристов. Я подытоживаю, делать здесь нехрен, как и ожидалось, собственно. Так, точку поставить по пути кувшинка. Вот входим в парк. Самое главное достопримечательность — это кувшинки, самые большие в мире. Вход 300 рупий, насколько я понял. Да, все правильно ты понял. Это чего такое? Семена священного дерева, очень чистые души.
Парк входит в тройку самых старых ботанических садов южного полушария, который основан в 1770 году. Тут более 500 видов растений со всего мира. Если знаете язык, возьмите гида за пару евро в составе группы. Без него это просто пешая прогулка. Каждый куст и дерево по-своему интересны. Чем пахнет, где и как растет, интересные факты и тому подобное. Сад Памплемус. Памплемус французского грейпфрута. Грейпфрута здесь нету, но округ на севере, вот он там в честь грейпфрута назван. Потому что там произрастали 300 лет назад грейпфрутовые сады. Вот они, эти кувшинки, самые большие в мире. До 10 килограмм удерживают. Я бы не сказал, что до 10 килограмм, они хлипенькие. Может быть, плоскости. Название этого растения Виктория амазонская. Она является национальным цветком Гайаны и изображена на гербе этого государства. Вот там она достигает диаметра 2 метров и выдерживает взрослого человека. До 2022 года она считалась самой большой в мире, пока не была открыта Виктория боливийская в Южной Америке с листьями шириной до 3 метров. Максимальный вес, который может выдержать такое растение, зафиксирован в Лондоне. Он составил 194 килограмма, а вес самого листа, выращенного в Бельгии, составил 226 килограммов. Красивый парк, гулять, наслаждаться, но нету плана. Таблички есть, кто что это за растение и так далее, но нет плана. То есть идешь по наитию, мы по Maps.me, так примерно, чтобы понять, где черепахи, где кувшинки эти. Ну идти так прилично. В общем, тут гулять и гулять, наслаждаться, дышать морским воздухом. Первый план. Где кувшинки? Кувшинки вот. Мы вот здесь, да. Ага. Вот здесь мы вошли и пошли. Нет, а надо было по прямой. Ну надо, ну мы дошли бы и вернулись потом. Мне кажется, вчера перетрахались, день всех влюбленных, и отдыхают, но это так все, ни о чем. Вчера был интересней. Так, Роман, оцени парк по 10-бально. Ну так, Ну, говори честно, по 10-бально. от 3 до 4. Я понял. Ну, Ничего нового. ну кувшинки. Я ну, кувшинки, да. пятерочка. Да, из-за кувшин, давай пятерочку. Да ну, Кувшинок пятерочка. пятерочку из-за кувшинок. Так, фабрика сахарного тростника. Прям рядышком с парком. Будем выяснять, есть ли смысл. А послушать ничего по-русски нету, поэтому не стоит, я считаю. Как вы считаете? Сахар, какой хочешь. Вот магазин. Короче, мы приехали в магазин. Вон можно на пробу взять сахар, смотри. Любой. Вот такой. Нет, такой не надо за 4000. Шикарный подарок, конечно. Так, в магазине это 1445. 1 к 1, как в магазине, как здесь. Тесте. Тест, да. Тикет. No ticket. Вот little for me, special for me. Алию. Такой же вкус. Да, но помягче чуть. Хороший вкус, мягкий. Ну вот это лучше вот того. Да. Не пошли мы Ну за... за 700 по-английски слушать. Так, приехали на пляж Бишес. Бишес это не Бишес, это олени. В этой округе как раз была ферма, откуда разбежались эти все олени. Он на севере. Входит в тройку типа красивых, возможно. Не знамо. Все в яхтах, все в катерах, хрен знает. Туда. Короче, все пляжи одинаковые, насколько я понял. Не знаю, наш Лемон пока самый нормальный. Еще парочку посмотрим, наверное, и все. И пойму. Я, конечно, утрировал, все пляжи песчаные, но именно с кристально белым песком и пальмами, как говорится, насыпано и насажено. И только в крутых отелях. Основные деревья здесь хвойные. You got me feeling like a firebolt high in the sky, looking like a thunderstorm. Oh, here we go.
Подводный водопад Маврики – это совокупность рельефа дна с максимальной глубиной всего 30-50 метров, подводных течений, которые встречаются в этой точке, и смешение различных оттенков воды от изумрудного до голубого. Этакий океанский канал с причудливым рисунком, через который вода уходит обратно в океан. Единственный вариант увидеть эту природную 3D-картинку с высоты, с определенного угла и только солнечную погоду. Все остальные 4 водопада в мире точно такие же. Водопад находится рядом с нами, у горы Леморн, который является символом свободы на Маврикии. Ежегодно 1 февраля на полуострове проходят памятные мероприятия. Такси, 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 такси. Вот это уже по югу едем. Здесь риф близко, где волны доходят до берега прям. Потому что он весь окружен рифом, и волны здесь нигде не доходят. Поэтому не плавают здесь акулы, потому что они сюда не приплывают, здесь безопасно. Они вот там все. А рядом остров Реньон. Вот там каждый год гибнет под 20 человек от акул. О, хороший пляж. Сан-Феликс называется. С дорожками. Что за вкрапление? Что быстренько мне рассказывайте? Камешки или не камешки? Вот здесь кораллы реально торчат. Поэтому я уже повторюсь, совет. Покупайте тапки. Ну вот ребят плавают. Что-то там. Доплывают до берега, встают с коленок и все. Но опять же, это не во всех, конечно, это южная сторона. Но вот пляжи надо выбирать. Надо по отзывам. Потому что кораллы острые, где кораллы, там ежи. Песок хороший, но там реально кусты кораллов. Я бы тебе сейчас принес розочку подарил. Розочку подарила. А глубина, я так понял, не глубокая. Вон дети сидят, отошли. А уже кораллы торчат. Вон, да, они в виде кустов, как олени рога, в общем. Значит, ежи есть. Конечно, вот они прям здесь. Как кости от динозавров валяются. Прям шевелится, прям чувствуется. Вот смотри, вот, видишь, на ладошке. Вот такие вот здесь обитатели. Вот он, это место, где провал в коралловом рифе. Прямо у берега. Поэтому здесь и волны. Вот. Ну, красота, да. Рочерстон Фоллс. Ну, дорога, конечно же, вот такая вот. Через сахарный тростник. Вот такая красота. Узнаешь базальтовые, как в Исландии, видишь, камни? Неугомонные, пошли. Вот и такие райончики. Мусульманские, вина, ни пива, ни хрена. Возле Гриз-Гриз, да, возле пляжа. Мыс Гриз-Гриз. Слушай, нормальный пляж. Весь в кораллах, правда. Интересные у них номера. Вот расшифровываю. Цифры. Октябрь 23. Сентябрь 23. Ноябрь 22. Есть короткие номера. Я не знаю, что они значат. 2 буквы, 2 цифры. Ну что, ребят, хочу сказать. Вот смотрите, да? Вот это камни, вернее, кораллы. Вот такой заходик, да? Ну, как бы вроде все нормально. Но потом вот мелочь, вон кораллы. Потом, допустим, где парень стоит, там нормально. Вон буек. Все, там уже маленькие ежи. Везде, короче, вот это отельный пляж. Ну, тут можно везде бесплатно бухать. Берите тапки с собой вот эти, аквастоксы. От греха подальше, где буйки, там все равно еще мелко, но наступить можно. Димка плавал, ежиков видел. Я так понял, пляжи такие везде. Ну, неприятно все равно заходить по этим кораллам. Говорят, убирают каждое утро, но... Время 6 утра. Озвучь, Роман. Нашел человечка Бруно. Из Москвы это 250, а Роман за 120. Если бы не тетка из Ижевска. Да, кстати, в самолете, да? В самолете, который... Ну, лайфхак. В Телеграм залезайте, любой забивайте страну, там должно быть выскакивать в Телеграмах все эти дела. Это я просто проверял. Morning. Morning. Welcome to Mauritius.
Bon matin. Yeah. Ah, tu parles français? Bien petit. Si j'explique en français, tu peux traduire? English better. Ah, ok. В отличие от любого курорта планеты, где экскурсии в поисках китов и дельфинов стоят дороже и не гарантируют, что вы их увидите, да и купаться с ними много где нельзя, на Маврикии вероятность их встретить составляет 99%, и можно свободно прыгать с лодки и плавать с ними. А морские черепахи вообще живут в 100 метрах от пляжа Трю-О-Бишес, который я вам уже показывал. По маленьким лодочкам будет понятно, где они. Местные их подкармливают мелкой рыбой. Чтобы с ними поплавать, лучше приехать сюда утром, пока они голодные. Перед полетом не ориентируйтесь на метеопрогнозы, чтобы не портить себе настроение. Чтобы вы понимали, с января по март на Маврикии сезон не просто дождей, а циклонов. Январский ураган потрепал и залил столицу. И, возможно, низкая цена на авиабилет обусловлена именно этим. Когда мы сюда летели, значок на все дни был один – ветер. А что в итоге? Пару часов дождя за все время, и то в горах. Только здесь я увидел сразу 3 значка за сутки. Солнце, дождь, ветер. Расшифровываю. Солнце на пляжах, дождь в горах, пасмурно, это облачка. На наш вопрос, какой самый комфортный, идеальный месяц, хозяйка апартаментов ответила: октябрь. Очередной день. Вчера такой день был у нас, ранний подъем. После китов поехали, покушали, пообедали, самое пекло. Здесь очень аккуратно надо со солнцем, очень аккуратно. Даже если облака, все равно сгорите нахрен. Вот, пообедали. Вчера день такой релакса был по теме именно экскурсии с китами. Отправление в 6, по-моему, в 9 или то ли в 11, там несколько вариантов есть. Но даже в 6 мы выехали, в 8 часов уже Татьяна обгорела. Короче, там накрываться надо таким... А накрываться невозможно, потому что скорость огромная. Экскурсия классная. Сейчас идем в водопад Тамарин, 7 каскадов. Я что-то не пойду, наверное, ребят. Я не пойду. Как я уже сказал, значит, мы туда не пойдем, потому что это... Я не знаю, сколько там идти, но это просто пипец. Ради чего? Нет. Не готов. С Андрюхой мы подъедем. С той стороны попытаемся увидеть что-то. Озвучь, как ты, ноги, это Как все. я вот так, пальчик немножко. Озвучь, как это было часа на 1,5. Нет, это было сначала нормально, а потом, когда мы понимали, что это жопа. был просто вообще жесть. Мы просто по ответственной вот так вот. Вот отсюда. По камням. Вот, 3 подвиза, вот она, точечка, point of view. Как же вы так спустились-то, елы-палы? Вы до Нижнего не дошли? Не. Вы вот там где-то, да? Да. Вот до 3-го, вот до этого. Мы сверху по нему, слева направо, к нему спуск-то по левому склону. Соответственно, мы через него прошли сюда в кущи, по кущам поверху спустились под него ним. и вдоль потом по каскадикам. Вот один вдоль каскад, по второй этой стороне. каскад, третий Тын-тын-тын. 7 каскадов, реально что? Раз. Ну вот тут, Подожди, смотри. раз, два, три, четыре, 5, 6. 7. 7, да. Короче, не видно. Жерло вулкана потухшего Трю-О-Серф. Легенда такая, что вот из этого вулкана, возродился весь остров.
Рома не даст соврать. Ну, я даже сказал, вообще вся Нет, ну давай азиатская так. Нет, ну, цивилизация. так говорят. Знаковое место, смотреть нечего, но... Ну, так как- зарядиться. Зарядиться. Да, это место силы. Все магазины в воскресенье закрыты в 12, максимум до 2. Про сигарет хочу сказать, что везите с собой из дома. Здесь сигареты Мальборо сербская. Вон. Была покупка единоразовая. Сердце, которое инфаркт. За 600, сербская. За 600 рублей выходит пачка. А, стиков, да, тоже нету. И, кстати, тема про то, что я читал с собой от комаров, как это называется? Не надо. Да, их здесь Репелленты. ни хрена не надо, ничего здесь. Гранд-бассейн был открыт индуистским священником из Непала. В 1897 году ему приснился сон, где он увидел озеро, которое соединялось со священной рекой Ганг в Индии. Священник начал поиски. В конце концов, он прибыл в Гранд-бассейн, где наткнулся на озеро из своего сна. И уже в следующий праздник бога Шивы местные жители пришли сюда, чтобы набрать воды. Тут народу в воскресенье вообще море. Кстати, хотел сказать про ценники в магазинах. Все считается полкило. Фунт 0,450. Прикоснешься к святости? Думаешь, так рассчитано, да? Купаться нельзя, но вот так вот можно омовение провести. Шапочку заставили снять. Роман, где-то прочитал. Все, да, у нас на макушке связь с космосом, я понял. Да. Портал. Да. Ну ладно. Ладно. Вот это да. Это Смотри, вот там беленькая, смотри, как. Малыши греются. Нет, это подростки. Мы сейчас хоть какие-нибудь грехи так смываем сейчас. А как же? Так они все ж там, в нижней чакре. А мы уже были в начале путешествия. Туда уже, наверное, не пойдем, но погодка супер. Мы когда прилетели, были, если вы помните, было немножечко так небо заволочено. Вот такая вот красота. Запахи здесь такие вкуснейшие. Рядом с озером Ганга-Тала на 200-метровом холме находится святилище бога обезьян Ханумана. Каждый год во время Великой Ночи Шивы паломники со всего острова прибывают, чтобы возложить подношения, помолиться и поклониться. Дата празднования плавает от конца февраля до середины марта. Конкретно в 2024 году праздник выпал на 8 марта. Традиционно паломничество совершается пешком и может занять 3 дня и больше, в зависимости от начальной точки. Масса паломников движутся по шоссе, которое становится пешеходной зоной. Посреди озера есть небольшой остров Бога, куда ноге смертному вступать запрещено. Вдоль берега установлены специальные тумбы для подношений богам. Обычно это фрукты и овощи. В настоящее время Гранд-бассейн на Маврикии является одним из самых важных мест индуистского паломничества за пределами Индии. Где начинали наше путешествие, там его и заканчиваем. В принципе, неделю здесь и максимум, да, вот 8 было бы, да? Все посмотреть вообще достаточно. Согласен, Андрюх? Да. Все, да, нам еще получается 2 дня просто лежебока. Так, чайные плантации. Я с чаем не фоткался. У меня нет фотографий с чаем. У меня тоже нет чая. Место называется Бойсчери Музеум. Не был я ни разу на чайных плантациях. Димарик был в Шри-Ланке.
Просто поймешь по вкусовым качествам, какие марки, чтобы если я в супермаркете посмотрел. Ну вот, наконец нашли мы чаек, который рассыпчатый. Пойдем в музей сходим. За 100 пойдем, Конечно. 100! Только не кричи, покурим сначала. Да. И чаек родной, ваниль и черный. Не знаю, за 100 рупий, наверное, можно. Мне главное понять, когда цветет чай, когда его собирать. В 1765 году священник Рене Франсуа Галлой вернулся из Китая и привез на Маврикий первые чайные кусты. Первые плантации чая на фабрике Буашари были созданы в 1832 году. Чай производится по традиционной технологии и обладает приемлемым качеством. Его особенность – ванильный аромат. Он растет на высокогорном плато с высокой влажностью. Из-за сильных ураганных циклонов чай возделывается только под прикрытием гор. А оказывается, срывается только 3 верхних листочка. Херово! Жрать идите! Я вот про него вообще не слышу, про чай, но вот они утверждают, что он вкуснее шри-ланкийского. Чай, выручай. Rivers run dry, dust spreads in the air. 2 dark days, do you have a tear to spare? Make a promise, the world away. Питаться в ресторанах – дорогое удовольствие. Это я понял, когда мы единственный раз заскочили в ресторан, и я взял меню. Напротив первой строчки за простой салат стояла цифра 450 рупий, 900 рублей. Но причиной нашего посещения было желание попробовать салат миллионеров. Он называется так нескромно из-за редкого исключительного ингредиента – сердцевины специальной пальмы, которая растет 5 лет и только после этого становится пригодной для блюда. Кроме пальмы, в салате зелень и морепродукты, и никаких других секретов. Стоимость салата начинается от 15 евро за порцию. Готовят его только на Маврикии, это фирменное блюдо острова. Но сразу скажу, в ближайшем от нас ресторане его не было, а других попыток мы больше не предпринимали. В принципе, эту пальму консервируют, поэтому теоретически салат миллионеров можно попробовать не только в тропиках. Если Нам вот ты как хочешь раз. попробовать за 100, ты... За 100 все, да? Попробуй. Нет, сколько? Ром. Раз, добрый, да. Добрый. День добрый. Да. За 200 рублей 4 вида рома. День добрый. Давай, пробуй. Карамель добрый. Так, Карамель. вот мы как раз его хотели купить. Давай, пей. Давай. Так, мне, да, Володя. Да. А ты все ром? Сладкий, вкусненький. Да. Тебе Давай банан. кофе вообще самый Отлично. банан. Банан. Вот, сейчас решим. Ну-ка. Мероприятие. Sorry. Вкусно. Мероприятие. Да. Так, чего еще? Куда ты побежала? Давай. Чё ты? Давай, открывай. Ваниль, давай, открывай. А можно? Да, скажу, не понял. Все, а второй вот этот какой у нас? Даже... Это острый. Будешь острый? Нет. Давай вот этот. Кофе? Кофе, давай, кофе. Все. Вот есть какао, Володь. За 900. Но мы не можем больше. Мы сейчас и 5-й попробуем, пока она сидит. Давай, пробуй. Давай. Давай, пока сидит. Вон Димарик идет. Фигня. Давай. Володь. Че? Your ticket. Ром. Давай. Кофе тоже, да? Фигня? Я еще не попробовала. Вот. It's good. Карамель. Drink with ice. Very good. А вот это, кстати, тоже вот этот ничего. Но ванилка самая лучшая. Это 40 похоже. Хорошая вот эта. Вот это тоже хорошая. Это 40 похоже. Хорошая, но ванилка лучше. Да, ванилка лучше. А сколько Да. я не вижу? 40 и 0,7. 40, по-моему. 40, да, 40. Да, но я чувствую 35 и 40. Ну что, берем здесь? Давай возьмем здесь. Самка еще. Пойдем отсюда. О. Это нет, это брат. Брат. Подросший? Нет, это отец. Смотри, он писюн. Он для отца. Хотя Смотри, яйца какие, он. лечишься. Вот А они вот она, разноцветные. Ой, какие. Ну Ой, и нафиг. какие молодцы. Хороши. 22 число. Аэрофлот задержал рейс
на сутки в связи с 3-м уровнем циклона Элеонора. Всем доброго утра. А у нас оно, ребятушки, вот такое. О, смотрите. Сейчас мы уже должны были быть в аэропорту. Нифига себе. Ну вот так, ладно, засниму, потому что там реально будет плохо слышно. Но вмешался циклон с красивым женским именем Элеонора. 3-й уровень из 4 опасности по местной шкале. Вот, поэтому это нам еще хорошо, потому что мы защищаемся вот этими горами, а он идет с востока. Вот. И ребятушки. Вот так вот. Поэтому Аэрофлот рейс подзадержал. 2 раза перешли сначала на сегодня на 7 вечера, а уже по последним данным разведки на завтра на 1:25 утра. Поэтому благо местные жители, поднимая все, оставили нас на вилле отдыхать без оплаты. Вот машина на наша стоит. Вот она там внизу. Тоже оставили, сказали, там можете там пользоваться. Ну как пользоваться, до аэропорта доехать. У нас это называется ветер порывистый. Здесь это ураган. Пока вот так. Все магазины закрыты, супермаркеты. Вот такой вот мелочь такая. Задержали еще на сутки ровно задержали. На сутки. Ой, Без 2 часов. без... Да, без 2. Ой, ну ладно, хорошо. Это хитроумный план. Ладно. Короче, вот такая тема. По одному пускай только магазинчик. Если за счет аэропорта,